Сегодня я приглашаю заглянуть вас во дворец османского султана и узнать, что угрожает наложницам, как они ели и пили, секреты их тонкой талии и даже интимные вопросы не пропущу я в этом видео. В течение 6 долгих столетий при султане Османской империи существовал гарем. В этом скрытом от чужих глаз месте царил жесткий порядок, серьезная иерархия и жестокие правила. Однако желающих туда попасть, учиться, жить и выйти оттуда замуж среди молоденьких девочек и их родителей было хоть отбавляй. Такое стремление было вызвано тем, что все-таки, несмотря на большие ограничения, необходимость сменить веру и быт, гарем был тем местом, где девушке гарантировался дом, еда, заработная плата и даже выгодный брак. Чем был гарем, который считался частным пространством султана, школой или домом девственниц? Кто мог войти и выйти из гарема? Как выбирали наложниц? Правда ли, что султаны писали любовные письма наложницам? Как в гареме решали, кому жить, а кому умирать? Эти и другие вопросы волнуют людей по всему миру, и часто точных ответов на них нет, так как все, что происходило в этом секретном месте, умирало вместе с теми, кто эти тайны хранил. Но все-таки до нашего времени дошли тайны султанского гарема, и сегодня я расскажу вам о них. Попасть в гарем можно было через отдельный вход. Европейцы описывали и представляли себе османский гарем как роскошные апартаменты, хамам, водные фонтаны и, безусловно, эротические удовольствия султана. Но в реальности все было совсем не так. Только те комнаты, в которых жили члены династии и фаворитки султана, блистали роскошью, а те наложницы, которые не входили в число фавориток, или те, кто еще не был представлен султану, жили очень скромно. Секрет номер 1. Как проходили ночи любви с султаном. Ночь с падишахом регулировалась строгими правилами. Когда перед ночью любви султан хотел поразвлечься, то валиде или главный евнух приглашали к нему несколько наложниц. Те пели, танцевали или играли на музыкальных инструментах. Каждая наложница отдавала всю себя в то время, пока султан выбирал ту, с которой проведет ночь любви. После такого выбора девушку ждала серьезная подготовка. Она посещала хамам, одевала свой лучший наряд, делала макияж, удаляла волосы в ненужных местах и проходила строгий инструктаж, как в сериале, помните? Самое удивительное, пожалуй, что наложницы и султан не оставались в покоях одни. В тот момент, когда у них были интимные отношения, покои освещались факелами, которые держали несколько слуг. Самая обаятельная и привлекательная, которая покорила султана, удостаивалась остаться с ним до утра. Иная же покидала покои сразу после интима. Девушки очень стремились понравиться повелителю, так как кроме дорогих подарков, которые им обязательно дарил султан, они могли попасть в фаворитки. Секрет номер 2. Как жил гарем. На самом деле, в отличие от описаний венецианских послов, в гареме царила повальная скука. Однако девушки всегда прилагали все усилия, чтобы на протяжении нескольких лет выглядеть красивыми и желанными. Этому способствовала хорошо организованная система физических нагрузок и умеренного питания. Кроме спа-салона, тренажерного зала и парикмахерской на средневековый лад, им разрешались прогулки во дворе, купание в бассейне и некоторые другие приятные мелочи. Вообще надо отметить, что наложницы это были не только плененные рабыни, захваченные кем-то и проданные во дворец. Некоторые мамы и папы отдавали своих дочерей сюда по собственной воле, считая, что там им будет лучше, тепло, сыто и даже можно удачно выйти замуж. И все это вместо холода, голода, нужды в каком-то далеком христианском селе. Из архивных документов очевидно, что львиная доля девушек были с темными волосами, немного блондинок, а вот рыжих не было совсем. В те времена рыжий цвет волос считался грязным. Интересно, почему? И как же Хюррем? Может, она не была рыжей, как нам показали в сериале? Ведь я читала уже о том, что Хюррем Султан была просто светловолосой женщиной. Секрет номер 3. Секреты внешности. Когда девушку выбирали в гарем султана, то ее рост не имел никакого значения. Наверное,
главное, все-таки Хюррем не была рыжая. Ее ведь взяли в гарем, а вот роста она была маленького. Главным показателем телосложения девушки было то, что она должна быть стройной, ну или худой. Это также относится к внешности Роксоланы. Помните, да, что очевидцы писали, что она была некрасива, маленького роста и худой. А один из послов написал в своем отчете, что он видел Хюррем, она маленькая, тощая, уродливая брюнетка. О да, друзья мои, надеюсь, этот отчет Сулейман не видел. Для повелителя Османской империи предпочтительно было, чтобы у наложницы были определенного размера талия и бедра, а разница между ними должна была определяться как 2/3. А вот размер груди не играл для него никакого значения, так же, как не было требований и к ее росту. Причем указанные параметры внешности наложницы должны были соблюдаться на протяжении всего периода нахождения в гареме султана. Для этого, как я уже сказала, в гареме существовала целая система. Историками описываются различные игры, которыми увлекались девушки в гареме. Одна из таких мне особо запомнилась. Девушка бегает по двору с шарфом, пока кто-то другой ее не догонит и не вырвет шарф из рук. Та, которой это удавалось, получала приз, массаж, прическу и другие привилегии. Интересная мотивация. Также много времени в гареме уделялось танцам. Дикими мне показались условия такого фитнеса. Музыканты играли до тех пор, пока танцующие наложницы не падали от усталости. В общем, делалось все, чтобы девушки султана оставались стройными и красивыми. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новости.